Здравствуйте, я Ольга Филимонова, и у меня к вам сразу ряд вопросов. Скажите, кто всегда воодушевлен и абсолютно уверен в себе? У кого есть цель на каждый день, на каждый месяц и на жизнь? Рядом с кем всегда непременно хочется мечтать и с кем хочется поехать на край света? Ну, конечно же, это все он, шокирующий, оптимистичный стрелец. Такая вот астростатистика сообщает нам о том, что стрельцы уверенно лидируют в списке людей с самым удачным характером. Но так уж сложилось, так уж вам, дорогие стрельцы, повезло. С вами легко и интересно одновременно. Сочетание высокого интеллекта, остроумия, общительности и крайней бестактности всех обезоруживает, и на вас просто невозможно обижаться. Стрельцы абсолютно все в жизни делают искренне и прямо. Дружат, любят, работают. Кстати, о работе. Каждый стрелец приходит в наши ряды как учитель и проповедник. Неудивительно, поэтому что вы часто выбираете себе работу преподавателя или тренера и, естественно, отлично с ней справляетесь. Стрельцы – люди азартные и имеют часто такие своеобразные соответствующие увлечения, как то экстремальный спорт, игра на бирже, какие-то путешествия необычные, иногда даже опасные, и невзаимная любовь сюда тоже попадает. И вряд ли кто-то станет спорить с тем, что именно стрельцы являются самыми уверенными адептами роскошной жизни. Стрелец при первой возможности полетит бизнес-классом или заведет себе какой-то большой, дорогой гардероб. Но каждый стрелец всегда вполне может постоять за себя, защитить свои интересы, свои границы, поэтому не стоит злоупотреблять его дружелюбием. В общем, в деньгах щедрые, в любви незабываемые. Казалось бы, идеального человека я описала вам сейчас, но не все так просто. Дело в том, что любой стрелец в любом возрасте отказывается верить в серьезность жизни, и поэтому всеми средствами старается избежать ответственности. Влюбляются стрельцы быстро, но также быстро остывают, забывают и оставляют своего вчерашнего партнера с разбитым сердцем. Кстати, о сердце. Если вы хотите серьезно надолго привязать к себе вот этого неугомонного стрельца, создавайте вокруг себя ореол загадочности, недоступности, неприступности. То есть пусть срабатывает у стрельца вот этот вот идеализм и вечная его тяга к звездам. Понятно, что наилучшую совместимость стрельцы имеют внутри своей стихии, внутри стихии огня. Примечательный и замечательный союз получается у двух стрельцов. Встречаются два неисправимых оптимиста и начинают друг другу дарить дорогие подарки, делать друг для друга сногсшибательные сюрпризы, прожигать жизнь, путешествовать. У двух стрельцов действительно есть основания иметь массу вот таких вот общих интересов, абсолютное взаимопонимание, и, как правило, даже находятся зрители, которые с удовольствием наблюдают за этим семейным весельем. Но такое напряжение даже позитивного свойства, позитивной направленности иногда бывает чрезмерным. И когда нервная система одного из стрельцов или обоих доходит до точки кипения, то есть до крайней степени, стадии истощения, стрельцы без взаимных претензий легко, радостно расстаются, отмечают развод, как всегда, естественно, в дорогом ресторане, и расходятся каждый своей дорогой для того, чтобы строить свою такую необычную, насыщенную переживаниями, приключениями стрельцовскую жизнь. Сочетание двух стрельцов в бизнесе, естественно, тоже бывает очень продуктивным. Но как может быть по-другому? Потому что каждый фонтанирует какими-то идеями, каждый имеет массу энергии, каждый умудряется в течение любых суток много сделать, и каждый при этом совершенно не конфликтен.
Союз Овна и Стрельца тоже может быть очень удачным и счастливым, но для этого нужно, чтобы оба партнера имели одинаковые интересы или похожие цели. Здесь все работает по той же схеме. Два огненных человека встречаются, оба нетерпеливы, оба жаждут стремительно двигаться по жизни, оба жаждут правды и открытий. Однако карта Оракула, символон, который я использую сегодня для анализа гороскопической совместимости, не такая невинная, как может показаться. Посмотрите, эта карта называется крестоносец, то есть это воинствующая вера. Считается, что в союзе Овна и Стрельца каждый из партнеров станет другого как бы обращать свою веру. То есть может самым воинственным образом отстаивать свои позиции. Поэтому, естественно, пара обречена на успех, если нет каких-то вот серьезных, неразрешимых, таких вот глобальных противоречий, принципиально разных взглядов по каким-то вопросам, каким-то позициям. Любовь между Овном и Стрельцом зарождается по личному опыту, могу сказать, по опыту вот своих персональных гаданий, зарождается очень быстро, действительно. И здесь это любовь с первого взгляда, то есть любовь вспыхивает между Овном и Стрельцом. И вот здесь очень важно не пропустить момент, то есть не упустить вот тот самый автобус, не простоять случайно на остановке. Тот момент, когда вот чувства очень-очень горячи, когда нужно что-то решить и развивать отношения, то есть либо идти в ЗАГС и уже узаконить свои отношения, и дальше потом с вечным противостоянием и борьбой за власть жить. Ну, или есть опасность просто вот пропустить этот момент и разойтись, и тогда останется вопрос только, зачем все это было. Безусловно, для деловых отношений союз Овна и Стрельца совершенно безупречный, потому что, в спорах, да, все-таки это крестоносец, это воинствующий человек в спорах, но тем не менее рождается истина, никто никого, по крайней мере, не раздражает. И оба партнера в бизнесе в таком случае двигаются в одном ритме, с одинаковой скоростью, это очень важно, это практически определяющий такой фактор для успеха. Счастье и удовлетворение абсолютно во всем несет союз Стрельца и Льва. Два любимчика небес, два человека, рожденных под счастливой звездой, встречаются и как бы потенцируют удачу и везучесть друг друга. Карта Оракула, ее название очень про многое вам скажет. Вот как она называется и выглядит. Фортуна. Действительно, судьба к такой паре благоволит. Поэтому, если это брак, ждите материального достатка, ждите даже какого-то социального статуса и признания. И как будто бы, знаете, вот звезды, пространство, высшие силы, все способствует тому, чтобы эти два человека были не просто счастливы вдвоем, чтобы были вокруг счастливы еще и другие люди. Однако карта Оракула немножко предупреждает нас о том, что Лев со Стрельцом, да, способствует развитию друг друга, росту, но здесь рост может идти исключительно материальный. То есть нужно делать упор осознанно, сознательно, специально на духовность, на духовный рост, на духовное возрождение. Безусловно, в бизнесе, если вдруг по воле небес встретятся Лев со Стрельцом, такому партнерству тоже успех сопутствует. Спокойные и доверительные отношения ждут Стрельца в паре с Козерогом. Карта Оракула называется вот так вот: исповедь. Считается, что такой брак, такой союз, такое партнерство будут удачными, если у партнеров есть разница в возрасте. И один другому вот так вот полностью доверяет, в каком-то смысле от другого учится. Да, явно в этой паре не хватает страстей. Здесь на первом месте духовность, доверие и потребность одного, может быть, потребность одного получить квалифицированный, понятно, да, совет от другого. Вряд ли такой союз обещает большой материальный достаток или вообще какое-то вот благополучие такое
понятное, которое можно потрогать. Здесь больше идет упор на вот, духовный поиск и на, ну, на эмоциональный комфорт. Но в целом Стрелец и Козерог – это хорошая пара. Это люди, которые могут молча, прекрасно и эффективно сосуществовать. Безусловно, знаете, вот так вот ощущая плечо друг друга. В бизнесе отношения точно так же сохраняет свой доверительный характер. Поэтому вот такое партнерство хорошо для каких-то областей, для каких-то сфер бизнеса, которые на этом самом доверии завязаны, где без доверия нельзя. Потому что, ну, вот это важно. Именно в такой паре Козерога и Стрельца есть шанс, что оба партнера примут друг друга и будут впредь принимать друг друга со всеми ошибками, со всеми недостатками. Для того, чтобы быть рядом с Водолеем, Стрельцу нужно набраться смелости и как бы шагнуть в пропасть. Карта Оракула на эту тему называется «Квантовый скачок». Очень многообещающий союз, это очень перспективное партнерство для тех людей, которые жаждут поменять себя и поменять свою жизнь, потому что перемены здесь неизбежны. Вы буквально на молекулярном уровне меняетесь рядом с Водолеем, равно как и он меняется рядом с вами. Отношения в такой паре, конечно же, будут очень беспокойны и очень нестабильны. Почему? Потому что и Стрелец, и Водолей – личности неординарные, устремленные всегда вперед и вверх. Так много поводов и вообще почвы для разногласий появляются каждый день, и каждый день их нужно каким-то образом разрешать. Но рост, личностный рост, вот буквально гарантирован. И действительно, вот оракул, Симбалон, утверждает, что обоим приходится отказаться в такой паре для того, чтобы быть вместе от прошлой жизни, от каких-то прошлых отношений и, может быть, даже от прошлых ценностей. Понятно, что деловое партнерство тоже может быть очень эффективным, но только если это бизнес не рутинный, если это не дело, которое предусматривает усидчивость, стабильность и что-то такое земное понятное. То есть это отличный союз для творчества, для какой-то научной деятельности, ну и вообще для свершений совершенно нематериального плана, для прорыва на каком-то тонком уровне. Ну, в начале видео я уже говорила о том, что стрельцы – это люди с удивительно легким, хорошим характером, поэтому и совместимость у стрельцов идеальная, есть с представителями самых разных знаков. Не исключение составляет и пара вот стрелец и рыба. Посмотрите, ну, карта оракула называется Пифия. Она говорит про взаимопонимание, про какую-то, знаете, такую вот поддержку без слов. То есть считается, что стрельцу с рыбами может быть не так интересно, потому что не так скоро все происходит, как хочется. И тем не менее, есть основания доверять друг другу, есть основания, ну, вообще спокойно рядом сосуществовать, строить жизнь. Каждый из партнеров не мешает другому заниматься своими делами, а когда они в конце рабочего дня встречаются за ужином дома на кухне, они могут совершенно спокойно, вот без какой-то внутренней конкуренции, что ли, друг другу про эти дела рассказать, и каждый поймет второго. Поэтому, дорогие стрельцы, если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке какой-то, тихой, но безусловной. Если вам нужен человек, который не станет оспоривать ваши лидирующие позиции, потому что, естественно, у рыб со стрельцом отношения это неравноправные в разных смыслах, то выбирайте, пожалуйста, представителей знака рыбы, найдете душевный комфорт. Союз тельца и стрельца больше похож на взаимовыгодное сотрудничество. Карта оракула называется вот так вот непонятно «Материя и дух». Считается, что такое партнерство будет непременно неравноправным, и такой союз потребует совершенно разных вложений с двух сторон. Кто-то
обеспечивает духовную сторону этого партнерства, то есть кто-то является таким неформальным моральным лидером, а кто-то обеспечивает семью материально и формирует бюджет и хозяйство. Вот так вот несправедливо, по крайней мере, я думаю, по отношению к тельцам в первую очередь, оракул распределил роли в таком партнерстве. Ну а на самом деле от себя скажу, что стрельцу с тельцом, классическим тельцом, безусловно скучно, потому что неинтересна вам эта стабильность, неинтересны вам вот эти вот понятные земные цели, которые есть у каждого тельца. Более того, вам может казаться, что телец вообще по жизни даже как-то слишком медленно двигается, в общем, слишком узкомыслит. Поэтому вот если есть основания, если есть какая-то, да, взаимная выгода, если у тельца, у данного конкретного тельца есть что-то, что вам сейчас жизненно необходимо, соответственно, и вы можете ему дать то, что ищет он, то на самом деле такая пара, в общем-то, имеет место быть и может существовать достаточно долго. Очень подвижными в ментальном и эмоциональном плане обещают стать отношения близнецов и стрельца. Карта оракула называется вот так вот: учитель и ученик. На самом деле здесь действительно придется кому-то чему-то учиться. Вообще взаимоотношения стрельца с любым представителем стихии воздуха – это всегда идея роста, идея обучения. Поэтому в таком союзе предполагается, что один из партнеров может быть действительно по возрасту ощутимо старше, например, или старше по духовному развитию, то есть по какому-то своему интеллектуальному статусу. Это, безусловно, хорошее партнерство, потребуется каждому в чем-то смирить, конечно, свою гордыню, потому что вам попеременно придется брать на себя роль то учителя, то ученика. И вот когда ты становишься в такой паре учеником, то ты уже не должен ни на каких своих взглядах и убеждениях настаивать. А ты должен, естественно, безупречно учителя слушать. Союз, как я уже сказала, очень и очень подвижный. То есть он может просуществовать сколько угодно долго, если вы не будете засиживаться ни в одной из этих ролей. Если вы будете меняться местами и взаимно друг друга дополнять, учить, обучать, поучать. То же самое касается какого-то делового партнерства. Вот стабильный бизнес, который, знаете, начался и на века по накатанной вот так вот идет, не получится здесь, потому что, вероятно, оба партнера из-за его непостоянства, из-за своей стремительности заскучают. А бизнес, который предполагает постоянную адаптацию к меняющейся экономической обстановке, например, бизнес, который ориентирован на новаторство, на какие-то новые технические или финансовые решения, вот с ним как раз все будет более чем в порядке. Взаимоотношения стрельца и рака скорее будут кармическими, поэтому они будут сложными, трудными. Но действительно невозможно себе представить, что объединяет этих людей. Один из которых смотрит вперед и вверх, а другой вниз и вглубь. На самом деле карта оракула называется вот так вот: мнемозина или память. То есть вы встречаетесь, потому что вам надо что-то отработать из прошлой жизни. Встречаетесь для того, чтобы обточить карму друг друга так или иначе. Отношения могут быть на самом деле на поверку, вот объективная сторона отношений может быть очень и очень разной. Но придется работать над собой, работать над этим союзом. И основная проблема в паре стрелец и рак – это, конечно же, время, потому что пока раку нужно время для того, чтобы решиться на какой-то, может быть, семейный или совместный проект, стрелец уже успел все обдумать, придумать и передумать. И вот несовпадение вот этих вот временных интервалов очень сильно затрудняет сотрудничество. И, естественно, точно так же затрудняет сотрудничество в бизнесе. Тем не менее, рак и стрелец могут быть друг другу полезными для того, чтобы получать какие-то знания, совершенно неземного порядка. Так, например, пусть рак помогает стрельцу своей интуицией, своим глубоким, глубинным восприятием людей, подсознанием и своей
эмоциональностью, в конце концов, пусть украшает жизнь стрельца. Ну, а стрелец должен помогать раку не засиживаться на одном месте. Стрелец может помочь раку не быть таким консервативным и быстрее перемещаться в событиях и вообще вот в жизни. Пожалуй, не слишком удачным складывается союз Стрельца и Девы. Карта Оракула, такое недвусмысленное название, имеет Инквизиция. Один из партнеров радостно осуждает другого, винит его во всех своих грехах, во всех своих ошибках. И вот эти вот взаимные упреки на самом деле могут сделать человека слепым и глухим. У Девы со Стрельцом очень мало точек соприкосновения, очень мало поводов друг друга понять, зато очень много причин друг другу предъявлять претензии. То есть они попеременно меняются местами. Кто-то выполняет роль жертвы в каких-то отношениях, а кто-то исполняет роль наказующего. Затем они вот так вот меняются. То есть взаимные обвинения, взаимное недовольство, ну, практически в этой паре гарантированы. Вряд ли получится у Стрельца и Девы делать какой-то эффективный совместный бизнес, потому что здесь будет все то же самое. Огрехи, просчеты, неудачи, все сваливается на партнера. Отношения Стрельца и Весов – это отношения, к которым все стремятся. Карта Оракула, соответствующая, называется Символон. И именно эта карта дала название всей колоде. Это идеал отношений, когда есть любовь и страсть, есть взаимное уважение и общность интересов, есть абсолютное взаимное доверие и взаимная поддержка. Оба партнера в такой паре растут, развиваются вот совершенно безупречно. Нет оснований предъявлять друг другу какие-то претензии. Более того, определенная благодать свыше, она тоже на эту пару сваливается. То есть в таком союзе Стрелец с Весами люди становятся еще более везучими, чем они были до встречи друг с другом. Поэтому эта карта совершенно не несет никакого негативного подтекста, никакого предупреждения. Ну и я, опять же, по личному опыту могу сказать, что да, Стрелец и Весы смотрят в одном направлении, имеют очень похожие, а часто совершенно одинаковые жизненные цели, и друг другу вот просто нравятся с любой точки зрения. Достаточно проблемными, откровенно деструктивными или токсичными могут быть отношения Стрельца и Скорпиона. Карта Оракула называется «Черное место». Вот такое страшное название. Трудно сказать, что имели в виду создатели Оракула. Однако я тоже не вижу оснований для Стрельца и Скорпиона быть вместе, потому что Скорпиону нужны тайные манипуляции, Стрельцу, напротив, это все неинтересно и неприятно, потому что Стрельцу нужна ясность, правда, стремительность и какие-то, пусть и отдаленные, но все-таки ясные звездные цели. И какой-то вот тоже навязанный, что ли, выбор присутствует в такой паре, если она уже состоялась. То есть кто-то, может быть, руководствовался установками не собственными. Может быть, этот выбор, если вы вместе, сделали за вас старшие товарищи, родители. В общем, здесь есть вот такая вот очевидная моральная, эмоциональная несвобода в такой паре. Но все-таки я могу сказать, что отношения Стрельца и Скорпиона, даже основанные вот на таких сомнительных общностях и ценностях, иногда бывают очень-очень долгими и устойчивыми. Ну, так устроен мир, так устроен человек и Вселенная, что часто нездоровое выживает и длится дольше, чем правильное, экологичное. Тем не менее, вот, пожалуй, в бизнес-партнерстве и для любого какого-то делового сотрудничества эта пара неплохая, если это на время, потому что вот такое взаимное давление, вот такую взаимную несвободу можно потерпеть, если видеть цель. Вот мы вместе отработали, мы достигли какого-то, какой-то точки в бизнесе, какой-то, не знаю, там, суммы, каких-то совершений, и потом, в общем-то, благополучно разошлись, чтобы больше никогда не встретиться.